после предыдущих событий Киана чувствует странную слабость в своей силе. В отличие от предыдущих столкновений, она не чувствует прямой потери, а скорее подавления. Она присоединяется к команде, состоящей из Брони, Зиле, Лилии и Розарии, и устанавливает связь с Гиперионом. Они сообщают о таинственном световом занавесе, окутывающем церковь и сеющем неуверенность. Ученые вместе с Терезой и Нагамицу собираются для поиска решения. Предлагается использовать Селену, которая ранее успешно боролась с Хершером пустоты. Однако попытки атаки оказываются тщетными, так как дыра, образовавшаяся в результате выстрела, быстро регенерирует. Броня предлагает использовать силу Хершера, чтобы создать больше пушек Селены и стрелять из них одновременно. Несмотря на опасения по поводу утечки энергии Ханкай, они решают поддержать это рискованное решение в отсутствие других вариантов. Пока остальные члены команды защищают броню, она направляет энергию в нужное русло. Отказавшись от имени Вельт, броня заявляет, что будет создавать свое собственное значение как Хершер логики. Она понимает, что Вельт — это не просто название, а груз, который несет в себе веру, надежду, ответственность и доверие более 300 тысяч человек. Наконец, она принимает свою судьбу и исполняет обещание, приподнимая завесу света, покрывавшую церковь. Измученная усилиями броня падает в обморок, и на помощь ей приходит Зиле, использующий силу цветка пустоты, оставленного Дьюрандал. Темной Зиле каким-то образом удается исцелить броню, признавшись, что она чувствует глубокую связь с оружием. Несмотря на кажущуюся стабильность, происходит вторичная реакция. Сила Хершера господства начинает распространяться по всей округе, вызывая всеобщую тревогу. Полной решимости, Тереза приносит клятву Иуды на поле боя, используя нулевую силу своего божественного ключа, чтобы противостоять негативному расширению поля милости. Тем временем Зиле, Броня, Киана, Лилия и Розалия прячутся в укрытии, пока Тереза переживает воспоминания о разговорах со своей лучшей подругой Сесилией. Пока она борется, на помощь ей приходит вспышка света, напоминающая Сесилию Шириак. В другой момент Дьюрандал сталкивается с Отто, который изгоняет ее в мнимое пространство. Решив вернуться в реальное измерение, Дьюрандал идет вперед и сталкивается с Зигфридом, являвшейся фрагментами памяти, надолго запертые в этом пространстве. Зигфрид проводит Дьюрандал через мнимое пространство, открывая ей доступ к воспоминаниям нескольких людей. В конце концов Дьюрандал узнает, что Бьянка Атагина – настоящая Киана Каслана, и это откровение трудно принять. Исследуя мнимое пространство и переживая воспоминания своих потомков, она, наконец, принимает эту истину и переносится в пространство стигмы Каслана, где встречает Кевина. Кевин рассказывает, что Бьянка должна была отправиться прямо в пространство стигмы, но что-то отвлекло ее в мир воспоминаний. Он предполагает, что Отто, возможно, планировал, чтобы она узнала правду о своей личности, возможно, для более важной цели. Эта версия Кевина не идентична той, которую мы знаем, а представляет собой некую грань, призванную помочь Каслане раскрыть ее скрытую силу. Бьянка задает Кевину несколько вопросов, раскрывая увлекательные подробности. Святая кровь Шириак препятствует общению между Кевином и Бьянкой. Возможно, Отто отправил ее туда в поисках силы, способной остановить события, связанные со стигматами, неудачными попытками связать людей с мнимым деревом. Только 2 человека прошли эти испытания – Бьянка и еще один, чью личность Кевин не раскрывает. Время играет решающую роль, и Кевин активирует в Бьянке стигматы Каслана, чтобы пробудить ее силу, подобно тому, как это произошло с Зигфридом во время Второй войны Ханкай. Однако Бьянка не превращается в монстра. Вместо этого она становится прекрасной фигурой, верхом на своем коне Кришне. Выжив после испытаний, она связывается с оставшимся сознанием Зигфрида, своего отца, обещая ему, что она ее клон, теперь уже ее сестра, вернуться, чтобы спасти его. Рита и Шрёдингер связываются с Бьянкой через гения, сообщая ей о том, что произошло в реальном измерении. Бьянка решает быстро отправиться туда и прибывает как раз вовремя, чтобы не дать Терезе упасть на землю, повторив сцену, произошедшую в конце первой части. В этот момент появляется Дьюрандал и спасает Терезу,
а затем встречается с командой. Во время разговора они понимают, что Зеле может пригодиться копье, и просят ее залечить раны Терезы и стабилизировать ее состояние. Команда решает, что Дюрандал будет противостоять Отто. Киана настаивает на помощи из-за незаконченных дел с ним, а Бьянка соглашается на сотрудничество. Однако темная Зеле комментирует своевременное прибытие Дюрандал и демонстрирует новую силу, хотя и умалчивает о ее связи с Каслана. Они также связываются с учеными Шиксаля, чтобы получить совет и слова поддержки, включая Нагамицу. Определив свои цели, они готовятся к решающей битве. Когда они входят в церковь, то замечают разлом, и Киана использует свои способности Хершера, чтобы отправиться за Отто, но турбулентность прерывает их попытку. Тем временем в мировом Змеё Мэй встречается с Кевином, чтобы разобраться в ситуации, и хотя их планы отличаются от планов Отто, она решает как-то помочь своим друзьям. Кевин берет Мэй в море Кванта, где она может использовать свои силы без ограничений. Тем временем Киана попадает в измерение, которое навевает плохие воспоминания, но, продвигаясь вперед и вспоминая моменты общения с Мэй, ей удается установить с ней ментальную связь. Во время их разговора Мэй рассказывает, что это место было создано по воле Хершера, с которыми она случайно столкнулась во время сражения с Хершером Легиона, и что, по ее мнению, она может использовать его в своих целях. Мэй ободряет Киану перед легендарной битвой. Они вспоминают, что их силы значительно возрастают, когда они вместе, о чем Киана уже упоминала в прошлом. В знак доверия Мэй предоставляет Киане свою силу, чтобы та помогла ей в ее деле, и обещает в будущем встретиться с ней лицом к лицу. Киана получает силу Мэй и открывает разлом к месту, где находится Отто. Вместе они продвигаются вперед и в конце концов достигают его местонахождения. Эта встреча становится поворотным моментом в сюжете, когда Киана, опираясь на силу и поддержку Мэй, вступает в решающую схватку с Отто. Приложив огромные усилия, Киане и Дюрандал удается победить лжебога Отто. Однако в конце они переносятся обратно в церковь Колостена и слышат лишь призрачный голос Отто. К их удивлению, Отто поздравляет их. Оказывается, некоторое время назад ему удалось связаться с мнимым деревом, чтобы получить силу, но взамен он стал его рабом и потерял свободу воли. Чтобы освободиться от власти мнимого дерева и достичь своей цели, подарить Каллен Каслана новую жизнь, ему пришлось победить силу Хершера пустоты. Однако для этого пришлось пожертвовать собственным существованием. Несмотря на сложность развязки, она в определенном смысле благоприятна, поскольку злодей, ответственный за столько страданий, наконец-то повержен и исполнит свою мечту, даст Каллен Каслана новый шанс, пусть и ценой собственного существования. После поражения Отто размышляет о своем превращении в злодея, извиняется перед внучкой и полагается на надежду человечества, чтобы противостоять Хершеру завершения. Подходя к мнимому дереву, начинается кинематографическая сцена, так сказал Апокалипсис. В этой эпической сцене то, что осталось от Отто, рассказывает Каллен Каслане о своем 500-летнем путешествии, уверяя ее, что благодаря ей все изменится. После прощания время движется вперед, и главных героев охватывает чувство безмятежности. Ходят слухи о новом смотрителе Терезе, а Эмбер и Сушанг идут своими путями, исследуя и пытаясь смягчить последствия ухода Отто. Нагамицу раскрывает свою роль агента и извиняется. Взамен обещает работать год без зарплаты. Киана и Броня готовят подарки из деревни, чтобы перекусить и наконец-то расслабиться. Рита признается Дюрандал, что всегда знала о крови Каслана, и Бьянка решает пока держать это в секрете. Рита обещает всегда поддерживать Бьянку. Следующие несколько дней все наслаждаются заслуженным отдыхом. Однако Мэй сталкивается с тем, кого они называют богом Ханкай или волей Ханкай, и ищет ответы на вопросы о ее истинной сущности. На этом видео заканчивается, оставляя вопрос о личности бога Ханкай без ответа и создавая атмосферу загадочности для дальнейшего развития событий. Не забудьте подписаться, поставить лайк и посмотреть другие видео.